Привет! Наверное, обзоры на беспроводные наушники в моем исполнении на нашем канале стали уже традицией. К нам залетела новая пара от Sony WF-1000XM3. Гаджет противоречивый, так как очень не похож на своих конкурентов, но и поэтому для многих ценителей может стать лучшим на рынке. Его главная фишка – беспрекословный шумодав. О нем будет отдельный блок информации, ну а пока, как обычно, рассмотрим дизайн. Такая модель продается в двух цветах – черным и, как указывает производитель, серебристым. Наверное, каждый, кто держал в руках эти уши, успел заметить, что теория с практикой как бы расходится. Собственно, у меня в руках наушники в таком тепло-сером французском цвете с очень приятным матовым покрытием. Это что касается корпуса кейса и самих затычек. Крышка бронзовая под металлик и открывается от легкого толчка пальца. Шарнир выглядит надежным. Сверху можно найти лого компании. Лично мои впечатления таковы. Кейс, так же как и наушники, слишком громоздкий и большой, не помещается в большинство карманов штанов, даже в куртку не так просто его всунуть. Но при этом он очень стильный, таким не стыдно похвастаться перед друзьями. И знаете, когда мы с мужем ехали домой в маршрутке, он сидел в AirPods, а я в этих сониках. Я ни капли не чувствовала себя ущемленной. Это достаточно престижный девайс, как по звуку, так и по внешнему виду. А один логотип чего только стоит. Немного смущает форм-фактор наушников. Сидят в ухе так, будто ты какой-то риэлтор старой закалки с Bluetooth гарнитурой. Вот бы они были чутка поменьше, для меня бы тогда были идеальными. Сначала мне показалось, что наушники плохо закрепляются в ушной раковине, но оказалось, что я их неправильно зафиксировала. Делать это нужно вот так. Именно тогда у наушника появляются 3 точки опоры. Посадка после этого уже не кажется странной, носить становится комфортно. Плюс предусмотрено прорезиненное покрытие той части наушника, которая должна находиться внутри ушного канала. С ним надежнее и приятнее. Выпадает из ушей только если слишком активно трясти головой. Но ведь Sony и не позиционирует эту модель как подходящую для спорта, так как и влагозащиты в ней нет, ровно так же, как и защиты от пота. Из особенного в наушниках амбушюры, как ни странно. Во-первых, в комплектацию положили 2 набора по 3 разных размера и еще одну запасную пару. Ну а во-вторых, один из комплектов сделан из специфического материала. Я не знаю, что это, на вид как серый пористый камушек или пена, а на ощупь что-то слишком приятное. Мне пришлось минут на 5 так залипнуть, щупая амбушюры. А для ушей это просто рай, потому что наушники на протяжении долгого времени не ощутимы в носке. В общем, такого я еще нигде не встречала до этого момента. Когда всунешь наушники в уши, тебя сразу встречает такая женщина. Голосовой ассистент, более напоминающий Siri, но с бодуна. Просто вот так вот и все. Зато это своего рода тоже изюминка. Голосовые сообщения подаются сразу в 2 уха, но по очереди. Как правило, это индикация заряда, оповещение о включении разных режимов шумодава и блютуза. Но как же это иногда смешно. Например, фраза «Управление окружающим звуком выкл» заставила лежать меня на полу. Выкл, Карл. Уже б тогда с кожаных мешков начинала, а то потенциал есть, но его никто не раскрыл. Обидненько. Или Bluetooth подключено. Что такое Bluetooth, Sony? Ну да ладно, потеха на пару минут, потом привыкаешь. Bluetooth здесь версии 5.0, сопряжение отличное, вообще не отпадало у меня. Музыка не останавливалась, повторное подключение молниеносное. На такие показатели повлияло переосмысление Bluetooth антенны. Изменилось ее расположение, форма, да и вообще принцип. Теперь новый чип не перенаправляет звук с одного наушника на другой, а передает его одновременно и на левое, и на правое ухо. По факту же получилась отличная реализация. Я проверила, в YouTube звук от картинки не отстает. Единственные небольшие помехи возникали в режиме гарнитуры, но и то очень редко. Очень, кстати, удобно, что отдельно в приложении можно выбрать один из режимов качества звука. Это либо приоритет классного звучания, либо стабильного соединения. Забита сигналами местности такая фича must have. И да, приложение. Там есть наглядное учебное пособие по эксплуатации, прямо-таки анимированное для самых-самых чайников. Собственная инструкция содержит подобные картинки вместо нудных таблиц и сплошного текста. В приложении же можно увидеть уровень заряда каждого из наушников. Заметьте, не пары, а каждого. Также небольшое окно с плеером, эквалайзер с 11 пользовательскими наборами настроек частот. Причем в одном из них басы именно очень глубокие, что не могло не порадовать, конечно же. Очень подробная штука. В Sony Headphones Connect вы можете подстроить наушники под себя. Выбрать нужные настройки, например, выключение или активация паузы при снятии, изменить
изменение функционала кнопок, выбор языка голосового ассистента и так далее. Кстати, здесь же я нашла клавишу включения DIS и EHX, он же Digital Sound Enhancement Engine, и в переводе цифровое улучшение звука. Поклонники Sony, пожалуй, знают, о чем речь. Остальные, возможно, ранее с такими не сталкивались. Это фирменный кодек бренда, который повышает качество сжатых цифровых музыкальных файлов, приближая их по звучанию к аудио высокого разрешения. Короче, если вы не пользуетесь стриминговыми сервисами, а качаете музыку в память телефона в формате MP3, то о детализации звучания речи идти не может. А DIS и EHX помогают вытягивать композиции до хорошего уровня. 6-миллиметровые динамики Sony WF-1000XM3 выдают глубокий звук, как по мне. Несмотря на отсутствие поддержки aptX, стандартных кодеков SBC и AAC вполне себе хватает для хорошей оценки. Получается достаточно чисто, частоты хорошо дифференцируются, и верхов, и низов хватает. Опять же, эквалайзер топовый. Все погрешности, которые я замечала, он исправлял своей коррекцией. Кстати, запас громкости очень большой, можно оглохнуть, но я дурочка и такое обожаю. Отдельно стоит сказать про чип, который установлен в наушниках. Так называемый шумоподавляющий HD-процессор QN1E заявляет о цифровом шумодаве, как бы логично, о 24-битной обработке аудиосигнала и цифроаналоговом преобразователе с усилителем. Вкупе с двойным микрофоном, а именно на внешней и на внутренней части наушника, это дает лучшую работу с заглушкой окружающих шумов в таком форм-факторе на рынке. Причем доработана фишка отлично. Она четко различает производственные технические звуки от голоса людей, а может вообще изолировать от всего на свете. Лично мне не удалось столкнуться с ситуацией, в которой я бы услышала какой-то посторонний звук при прослушивании. Говорят, в метро фича уже не так эффективна, но, увы, Днепр — это не Киев, тут с этим сложно. Просто на дороге вообще ничего не слышно. Когда я рассказывала о приложении, я не упомянула функцию адаптивного управления звуком, потому что хотела уделить ей внимание сейчас. Она фиксирует твое местоположение, понимает, что ты делаешь, лежишь дома, стоишь где-то в очереди или едешь в транспорте, оценивает окружающую обстановку и шумы и в нужный момент подает тебе в ушки нужные сигналы. Например, звук бибикающей машины в момент, когда ты переходишь дорогу, услышать должен. Б. Безопасность. Только помните о том, что при постоянной работе этой функции вы хорошенько садите батарею телефона. Стандартное управление шумодавом выполняется с помощью простого ползунка. Он позволяет выбрать условно режим шумоподавления, от полной изоляции до трансляции в уши всех звуков с фокусом на голосах людей или же без него. Причем регуляция такого шумодава очень подробная. Ты выбираешь удобное для себя положение из 20 единиц шкалы. Подобная фича была у самсунговских бацев, но не настолько ж подробная. На то Sony и дороже. Стоят они 300 баксов. Управление окружающими звуками регулируется и с помощью сенсорной кнопки на левом наушнике. Так можно выбрать режим, но уже без такой подробной градации. Эта же затычка завершает вызов, когда вы с кем-то говорите по телефону. Правый наушник управляет воспроизведением музыки и принимает звонки. Длительное удержание обоих переводит тебя в режим сопряжения. Это прям 7 секунд надо ждать. Уточняю, потому что сначала мне показалось, что штука не рабочая. Ну а если ты увлеченно слушаешь музыку, а к тебе кто-то обращается или объявляет твой рейс, надо зажать левый сенсор. Тогда окружающие шумы становятся отчетливо слышимыми, а песня притихает до уровня фоновой прослушки. Это чтоб наушник не высовывать из уха каждый такой раз. Но и датчик приближения тоже есть на всякий. Если все-таки вытаскиваешь наушник, музыка прекращает играть. Любопытно, что и YouTube приостанавливается. За такую функцию в беспроводных наушниках я топила, топлю и всегда буду топить, пока это не появится повсеместно. Долгоиграние в Sony WF-1000XM3 тоже обеспечено. Агрессивный сценарий с шумодавом дает 6 часов работы самих наушников. Лайтовый без него 8, а в режиме разговора они продержатся 4 часа. Кейс прибавляет еще 18 часов сверху, итого получается 24, то есть полные сутки. Заряжается он 3,5 часа, благо через USB Type-C. Поддержка быстрой зарядки наушников не может не радовать. Чтобы послушать музыку еще 1,5 часа, надо оставить их в кейсе всего на 10 минут. А вот беспроводная, к сожалению, Sony миновала. На выходе мы получили громоздкие, вычурные беспроводные наушники от компании Sony. Пожалуй, с одним из лучших шумодавом на рынке и беспрекословным звучанием. И тягаться эта пара может уже не с масс-маркетом, а с таким серьезным конкурентом, как Sennheiser. Кусается, наверное, только цена. Хотя я думаю, что покупатель на новинку от Sony всегда найдется. А что думаете вы? Купили бы себе? Пишите в комментариях. А также ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Ваша попрошайка Лиза. Смотрите другие наши видео про набор геймера от HyperX и обзор тех самых True Wireless от Sennheiser. Пока!